Друзья, добрый день! Меня зовут Юрий Железняков, и в этом видео мы рассмотрим и протестируем устройство для стрижки волос. Разберемся, чем отличаются машинки для стрижки от триммеров, чем отличаются бытовые модели от моделей для профессионального использования. Разберемся с видами насадок, типами аккумуляторов, влагозащитой и, конечно, протестируем большое количество моделей. Если у вас останутся вопросы по машинкам для стрижки или триммерам, пишите их в комментариях. Начнем с классификации. И триммеры, и машинки для стрижки срезают волосы. Отличия в назначении устройства и, соответственно, конструктиве. Задача машинки для стрижки – снятие массы волос. Задача триммера – точная стрижка и минимальная остаточная длина волос. Именно поэтому машинки обычно берут для стрижки волос на голове, а триммеры для стрижки бороды, усов и волос на теле. Зубцы у машинки для стрижки крупнее, и расстояние между ними больше. Именно поэтому машинка может срезать волосы быстрее. Но крупные зубцы будут находиться дальше от кожи, поэтому совсем под ноль машинка состричь волосы не сможет. Остаточная длина волос после стрижки триммером меньше, но за один проход он и волос захватывает меньше. С большой массой ему справляться сложнее. Бывают и гибридные модели с двумя ножами. Ножом для снятия массы и отдельным триммером для усов и бороды. Машинки для стрижки делятся на два класса – профессиональные и бытовые. Как и в любых устройствах, главное отличие в ресурсе. Ресурс профессиональных машинок примерно в 4 раза выше. В первую очередь это связано с видом двигателя. В профессиональных машинках применяется мотор AC, в бытовых – DC. Кстати, и гарантия на некоторые профессиональные машинки выше, чем на бытовые – 3 года против годовалой гарантии на бытовые модификации. Ножи у машинок отличаются между собой по минимальной длине стрижки и по форме. К примеру, у ERGP80 X-образное лезвие, которое позволяет существенно ускорить стрижку. Но тест по скорости у нас впереди. Отличаются и насадки. В некоторых моделях насадка одна, но есть возможность выбора длины поворотом дискового переключателя. В других насадок несколько, причем удобно, что насадки двусторонние, так они занимают меньше места. Есть модели со станцией для зарядки, есть модели без нее. В некоторых машинках для стрижки есть подставка для хранения насадок, в других такой подставки нет. Еще одно важное различие между машинками – аккумулятор. У Panasonic применяется 3 типа – литий-ионный, никель-металлгидридный и никель-кадмиевый. Время зарядки может заметно отличаться. Если оно для вас важно, обращайте внимание на спецификацию. Теперь рассмотрим триммеры. Триммеры, как мы уже выяснили, могут оставлять меньшую длину волос. По сути, к этому классу относятся и окантовочные машинки для стрижки. Некоторые помимо стандартного ножа могут оснащаться еще и дополнительными, которые позволяют создать интересные узоры. Задача большинства триммеров – стрижка усов и бороды. Первое отличие, которое бросается в глаза – это расположение ножа. Оно может быть горизонтальное и вертикальное. Мне больше нравится вертикальное. При стрижке удобнее следить за процессом. Триммер не перекрывает обзор. Хотя кому-то будет удобнее классический вариант. В зависимости от густоты бороды стоит выбирать разные триммеры. К примеру, для очень густой бороды лучше подойдет триммер с более мощным двигателем и специальным ножом, который сможет захватывать сразу много волос. У этого триммера, кстати, и максимальная длина стрижки – аж 30 мм. Выбор длины стрижки осуществляется либо на насадке, либо на самом устройстве с помощью специального переключателя. Насадок в комплекте может быть разное количество. К примеру, у мультитриммера ERGY60 их аж 4 штуки. Для стрижки усов и бороды, для тела, для деликатной стрижки в особенно чувствительных местах и насадка для точной стрижки, которая позволит контролировать процесс, чтобы не срезать лишнее. Важно сразу определиться с задачами триммера, чтобы выбрать подходящую комплектацию. По степени влагозащиты у Panasonic простая классификация. Если на устройстве написано Wet Dry, его можно промывать полностью. Такие устройства работают только от аккумулятора. Washable промывать можно
только блок ножей. Устройство работает и от аккумулятора, и от сети. Если маркировки нет, промывать под водой нельзя, устройство работает и от сети, и от аккумулятора. Что касается обслуживания, не забывайте прочищать нож и смазывать его. И щеточка, и масло обычно есть в комплекте. При правильном обслуживании и триммер, и машинка для стрижки прослужат достаточно долго. Ну а теперь обещанный тест-драйв. Тестировать машинки и триммеры будем на искусственных волосах. Диаметр косички около 2 см. Срезать такие волосы непросто. Триммеру с этой задачей справляться сложнее. У него другая форма ножа с маленькими зубчиками, их кончики закругленные, для того, чтобы не травмировать кожу. Но с бородой, усами и волосами на теле он справляется легко. Надеюсь, это видео поможет вам сделать правильный выбор. Ну а если у вас остались вопросы, пишите их ниже в комментариях. Если ролик показался вам интересным и полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Подробности о моделях вы сможете найти в описании под видео. Спасибо за ваше внимание.